Почему колониальный стиль, знакомый нам по романам Жюля Верна, возвращается? И что общего между Агатой Кристи, Айрис Апфель и Анатолием Вассерманом? В этом видео поговорим об эстетике и психологии неоколониального стиля, а заодно соберем оригинальную корзину из тех лент, которые плели в прошлом видео. Сегодня будем удивляться тому, как много современных вещей родом из викторианской эпохи, оформлять корзину в стилистике сафари-шик и разбираться, как эти люди помогут избавиться от социального давления в наши дни. Колониальный стиль родился не в модных салонах Европы, а в жарких колониях 17-19 веков. Верхняя одежда из шерсти в тропическом климате не подходила, поэтому лен и хлопок из нижнего слоя превратились в основу повседневной одежды. Но колонисты привнесли в моду гораздо больше, об этом расскажу позднее. Мебель из Европы также не прижилась, поэтому дома стали обставлять предметами из ротанга, бамбука и тропической древесины. Дорожные сундуки, корзины и чемоданы стали символами переселения в новые страны. Но одновременно был запущен обратный процесс. В Европу хлынула экзотика. Инкрустированная мебель, растения, ткани, одежда и фарфор. В Голландии даже вошли в моду огромные окна на фасадах, чтобы все видели привезенные сокровища. Так постепенно возникла новая эстетика, сочетавшая европейскую классику, практичность и экзотику. Позднее ее назвали британским колониальным стилем. Но не будем превращать этот ролик в историческую лекцию. Начнем собирать корзину из лент и по ходу разберем, как колониальный стиль работает сегодня. Обычно из таких кос сшивают корзины или сумки круглой или овальной формы. Но мне нужна сейчас корзина для хранения шарфов прямоугольной формы. Поэтому я хочу сшить изделие с опорой на прямоугольную картонную коробку. Как мы будем шить? Для того, чтобы сделать вот такую плоскую красивую поверхность и незаметный шов, мы будем использовать вот такую технику. Заводим иглу под одну из боковых полос. Вот так. Подтянули. И дальше заводим иглу в ближайшую полосу на другой ленте. Вот так. Здесь нить должна уйти вот в этот желобок. Дальше. Здесь можно воткнуть сюда, а если очень далеко и не хочется вот такое расстояние, то можно проткнуть вот даже эту сторону. То есть если увлажненная полоса, не будет ничего здесь лопаться. Вот так. Подтянули. Незаметно получается. Когда говорят о колониальном стиле, чаще всего вспоминают спокойные природные оттенки – хаки, олива, бежевый, серо-синий. Однако в жизни все было намного интереснее. Раньше глубокий синий или красный были доступны в основном знати, носившей дорогой шелк или бархат, а более дешевые пигменты быстро выцветали. Но колонии фактически запустили первую цветную революцию. Из них привезли натуральное индиго, шафран, куркуму, кармин и китайскую киноварь. А главное – индийские технологии протравки тканей, благодаря которым цвет становился стойким. Обыватель, привыкший к тусклому окружению, был в восторге от доступного ситца из Индии, ярких орнаментов и цветочных принтов на тканях, коврах и посуде. Колониальная эстетика вновь актуальна, потому что дает нам выбор между природной тишиной и декоративной насыщенностью. В
старой Европе одежда прежде всего отражала статус. В колониях же она начинает служить комфорту. Мужской классикой становятся льняные рубашки, куртки и жилеты с практичными карманами, светлые костюмы, брюки чинос и шорты из хлопка, шляпы, панамы и пробковые шлемы. Вместо ботинок – сандалии и обувь из парусины. Появляются новые функциональные детали, сегодня характерные для стиля сафари. Металлические пряжки и заклепки, двойная строчка, кожаные ремни и, главное, накладные карманы с клапанами. Женщинам, носившим корсеты и закрытую обувь, в жарких странах было особенно тяжело. Поэтому дома они начали носить легкие платья и туники. А со временем изобрели облегченный корсет, женские брюки и обувь, похожую на эспадрильи и кеды. Однако колонии принесли в Старый Свет не только практичность, но и визуальное разнообразие в текстиле. Например, появляется вельвет, который используется и в одежде, и в обивке. В европейский костюм входят новые элементы – домашние халаты восточного типа, кашемировые шали, шелковые платки, плетеные сумки. Украшения становятся смелее – многослойные ожерелья, крупные серьги и браслеты, изделия из кораллов и камней. Появляются ремни и сумки из кожи змеи и крокодила, а страусиные перья и тюрбаны надолго входят в моду. То, что во времена Шерлока Холмса было доступно в основном элите, сегодня часть нашей повседневной жизни. В жару мы носим свободные туники, любим цветочные узоры и восточные орнаменты, шорты и открытую обувь. Неоколониальный стиль в костюме формирует сегодня две линии. Первая – это архитектурный минимализм. Здесь одежда как безопасный кокон, в котором много воздуха. Натуральные или инновационные биоткани, пыльные оттенки, простые формы. Вторая – декоративный максимализм, связанный с самовыражением. Здесь много орнаментов, текстур, украшений и экзотических акцентов. И между ними нет конфликта, потому что оба направления говорят о свободе от демонстрации статуса, приоритете комфорта, тактильности и индивидуальности. Неоколониальный стиль в одежде – это баланс между классикой и экзотическим шиком. А мы попробуем соединить оба этих подхода в одной простой вещи. Обычно готовые плетения покрывают матовым акриловым лаком или пропиткой для саун на основе воска. Я решила провести эксперимент с глянцевым акриловым лаком, и он оказался неудачным. Материал стал выглядеть слишком искусственно. Но эта ошибка поможет мне показать полезный прием. Чтобы снизить ненужный эффект блеска на плетении, я поддержу его другим сверкающим элементом, но более ярким и акцентным. Я подобрала ремешок с блестящей имитацией кожи змеи, а крышку я покрою вельветовой тканью цвета хаки, чтобы появилась игра фактур на монохромной базе корзины. Так моя ошибка помогла превратить обычную корзину в объект в стиле сафари-шик, где соединяется утилитарность хаки и экзотическая роскошь. Колониальный стиль оказался востребован и в интерьере. Сегодня дизайнеры все чаще говорят об усталости от холодных и безликих пространств. Растет запрос на теплое, живое и уютное пространство дома. Первая линия – эко-минимализм. Характерны гладкие или фактурные стены, окрашенные в природные оттенки. Дерево, камень и керамическая плитка, лен, фактура кожи или замши, плетеная мебель и корзины, циновки, лаконичная керамика и живые растения. В таком интерьере есть место природному несовершенству. Здесь много воздуха и мало визуального шума. Вторая линия – архивный максимализм. Это наследие другой стороны колониального стиля – экзотики и декоративного изобилия. Здесь появляются обои с цветочными и тропическими мотивами, росписи на стенах, картины, винтаж и антиквариат, ковры, шторы, покрывала и подушки.
В декоре используют чемоданы, старинную или этническую мебель, латунь и медь, маски, статуэтки, панно, посуду из разных стран и тропические растения. Здесь важна многослойность. Так интерьер выглядит обжитым и наполненным персональной историей. Это личная коллекция вещей, хранящих теплые эмоции. При сборке корзины я взяла за основу картонную коробку. Мне нужна была надежная база для крепления крышки и каркас для внутренней обшивки тканью. Важно понимать, мы создаем стилизацию. Это адаптация для практического использования, сохраняющая черты дорожных корзин викторианской эпохи. Здесь речь не идет о подделке или реконструкции. Мы отражаем эстетику, а не технологию прошлого. Крышку я задекорировала вельветом снаружи, а внутри оформила край ткани имитацией декоративных гвоздиков. Хорошо подойдет и кант из тесьмы. Возможно, вас заинтересует способ крепления крышки. Внутренний чехол я сделала из грубого льна, а дно из вельвета, который перекликается с крышкой. Закрепляем ремешок на клей и усиливаем настоящими гвоздиками в тон пряжки. В оригинальных чемоданах пряжка была рабочей, а у нас она для красоты и удобства открывания. Можно добавить еще металлические защитные уголки, но я сосредоточилась на игре текстур и цветовой гармонии. В итоге получилась вещь, в которой соединились практичность, экзотика, натуральные материалы, характерные цвета и моя личная история. Ну и на сладкое давайте разберемся, что связывает Агату Кристи, Айрис Апфель и Вассермана. Как ни странно, их объединяет колониальный стиль. Настолько многогранный, что он легко вмещает путешествие Агаты Кристи с мужем-археологом по Ближнему Востоку. Яркие, эклектичные образы Айрис Апфель с ее любовью к этническим орнаментам и украшениям. И даже жилет Вассермана как концентрат практичности. На первый взгляд между ними ничего общего, но этих троих объединяет постоянная жажда открытий, движение вперед, отказ от стереотипов и яркая, насыщенная жизнь. Неоколониальный стиль выбирают сегодня и романтики, и прагматики, потому что это не просто мода, а ответ на внутренний конфликт. Мы устали жить в постоянном противоречии, быть богатым и статусным, но при этом не выделяться, покупая масс-маркет, быть сексуальной и вечно молодой, но одновременно заботливой и жертвенной. Колониальная эстетика помогает нам мягко примирить все эти запросы. Она разрешает комфорт без потери красоты, статусность и свободу проявления через экзотический декор. И самое главное, технологии загоняют нас в бездумное потребление контента, но мы бессознательно чувствуем страх перед ними. Поэтому хотим вернуться к реальному, а не виртуальному опыту и аутентичным вещам, которые близки нам по духу. Я очень люблю вещи в стиле сафари за то, что они демократичны и легко встраиваются в разные комбинации. Для меня это способ взаимодействия с миром, когда слушаешь не алгоритмы, а свое сердце. А какое направление ближе вам? Деликатный минимализм или многослойный максимализм? Поделитесь своим выбором в комментариях. Подписывайтесь, чтобы продолжить экспедицию в мир эстетики и психологии. И жмите на колокольчик, чтобы не отстать от группы.